Приветствую вас! Сегодня я расскажу вам о знаках, которые могут присутствовать у вас на руках и указывать на финансовый успех. То есть у нас будет такой небольшой подраздел по хиромантии. Видео будет небольшим, знаков не так много. Конечно, для грамотного анализа вам необходимо знать о силе всех линий на ладони, но тем не менее вот такие небольшие моменты могут понять, а если у вас, скажем так, изначально хорошая финансовая карма или нет. Итак, без предисловий давайте начнем. Самое первое, на что мы можем обратить внимание, это наши ладошки. Для того, чтобы выяснить, какая у нас будет рука ведущая, то есть которая будет показывать текущие события, какая будет потенциальная, то есть с чем вы пришли, нам нужно понять, какой рукой мы пишем, какой рукой мы держим чашку. И если это правая рука, значит вы правша, и значит у вас текущая рука будет правая, то есть она будет показывать события. Если же наоборот, то вы левша. Есть люди, которые могут быть и правые, и левые. Выбирайте ту, которая изначально вам было легче, а вас не переучивали. То есть та и будет у вас ведущей. Вообще анализ проводится по двум ладоням. То есть одну руку взять и посмотреть, это не совсем правильно, потому что на одной руке могут быть изображены негативные события, а вторая рука вполне может их компенсировать. Итак, наши ладошки мы определили, какая рука у нас является ведущей. Теперь мы смотрим, как у нас между пальчиками, есть ли какие-то щели. То есть если здесь, допустим, просветы, да? Если очень важен просвет именно для финансовой сферы, если у вас здесь, где безымянный палец, идет просвет, это значит, что деньги могут, вот, к примеру, вот так, да, у вас идут пальчики, деньги могут от вас утекать. Это показатель, если здесь есть вот зазоры. Мы рассматриваем сейчас только финансовую сферу, для остальных пальчиков эти зазоры тоже имеют значение, но именно для финансов вот безымянный пальчик. Что можно сделать, чтобы... Что вообще это означает? Это значит, что деньги от вас утекают. Они могут приходить, но очень легко уходить. Это сложно делать сбережения, сложно как-то планировать. Но с этим можно работать. Каким образом? Не знаю, в какой стране вы живете, можно обычно здесь, когда есть кольцо, оно обычно бывает обручальное. Но если его нет, то можно носить обычное кольцо, соответственно, зазор будет таким образом перекрыт. Кольцо можно носить с камнем зеленого цвета, оранжевого цвета, желтого цвета. Но здесь очень важен момент, подходит ли вам этот камень. И я бы вам рекомендовала прежде проконсультироваться со специалистом. В целом любое кольцо подойдет сюда, да, вот сюда. Соответственно, оно компенсирует вот этот зазор. Совсем исправить его нельзя, но можно гармонизировать. Второй момент, который мы смотрим по ладони, это наш мизинчик. Если мизинчик у нас низко посажен, это указывает на то, что у вас может быть низкая самооценка. Соответственно, если у вас низкая самооценка, какие-то свои идеи продвигать вы можете опасаться. Конечно, откуда же придет тогда успех? Это если вот низко посаженный мизинчик, работайте над собой. Очень хороший пример руки Джеки Чана, у которого низкая посадка мизинчика, но он доказал своей работой, своим умением, то, что он добился очень многого, хотя он очень стеснительный человек, если вы обратите внимание на его руку. Еще один момент, связанный с пальчиком, и опять же наш мизинчик, наш Меркурий показывает, если у вас мизинчик, видите, у нас фаланга есть, если он короче этой фаланги, вам может сложнее даваться возможность получения денег из-за того, что у вас может быть страх коммуникации, выражения своих мыслей. Это не совсем касается финансового потока, это больше касается вашей личности. То есть если вы делаете что-то своими руками, вы должны это продавать. Если у вас такой вот низкий, да, зазор идет, низкая посадка мизинчика вот здесь, то вам лучше делегировать это, потому что, скорее всего, вы будете очень стесняться. Вы можете быть очень хорошим мастером, но стесняться продавать свою продукцию. Поэтому найдите человека, который не будет стесняться продавать вашу продукцию, а вы будете продолжать заниматься своим делом. То есть это еще один момент, косвенно связанный с финансовым потоком, в большей степени связан с вашей личностью.
А теперь давайте посмотрим конкретно на линии. Дальше мы берем наш большой пальчик. Смотрим на наш большой пальчик. Если вы видите, здесь есть такой знак, он называется зерно. А кто-то называет его рисовое зерно. Ну, вообще вот это своего рода остров на пальчике, но это не остров, это именно зерно. Я сейчас вам его покажу. Вот видите, это хороший показатель, если он у вас есть. Это значит, что вы сможете добиться хорошего финансового успеха в жизни. У вас есть такие возможности. Если зерно нечетко выражено в какой-то стороне, если вот, допустим, как у меня на этом пальце, видите, оно начинается не совсем изначально, оно начинается где-то с середины. Это показатель того, что вы можете добиться финансового успеха, но не в начале вашей жизни. То есть могут быть сложности именно в начальном периоде, а можете добиться успеха немного позднее. То есть чем позднее начинает формирование вот этого зерна, тем позднее у вас будет успех. У меня где-то, если посмотреть, это где-то, видите, середина жизни. То есть сейчас хороший период для этого. Следующий, опять же, связанный с нашим большим пальчиком показатель. Если вы посмотрите, вот линия у основания ладони и большого пальчика, которая идет, если она вот такая змеевидная, такая вот переплетенная, да, если идет переплетение, это благоприятно для финансового потока. Так как, опять же, показатель, что вы можете быть обеспеченным. Если она ровная, то есть вы деятельны, да, если она ровная вот здесь, это показатель того, что вам сложнее будет даваться финансы. Еще раз повторю и всегда повторяю, нет совсем безнадежных рук, натальных карт. Вы способны изменить многое. Если вы не видите ни одного показателя финансового, я вам рассказываю, ну все, что стараться, как бы мне деньги не идут. Вы всегда это можете изменить, просто вам приходится прикладывать больше усилий. Либо, к примеру, если вот у вас низкий мизинчик, ну вот не идет вам продажа товаров, сложно вам быть коммерсантом, делегируйте это тому, кто это сможет делать, занимайтесь своим делом, работайте в партнерстве, ищите выходы, все возможно проработать. На моей практике, как я говорила, кто следит за мной, за моей информацией от меня поступающей, линии могут меняться. Соответственно, если вы меняете мышление, если вы в правильное русло направляете свою деятельность, знаки денежные могут появиться. Следующий знак. Он не совсем связан с финансами, он больше связан, насколько вам сопутствует успех и удача в жизни. Это наша линия судьбы, которая пересекает ладошку. Она может начинаться отсюда. Она может начинаться отсюда, она может начинаться вот так, их может быть две. Здесь много разных, наши ладошки разные. Вот если видите, у меня она идет вот таким образом. Да? Если линия, я сейчас прочерчу, какая она должна быть идеальная, чтобы вам было видно и понятно. Если у вас линия четко пересекает всю ладонь вот таким образом, прям четко, без перерыва, без остановок. Это очень хороший знак. Вам постоянно будет сопутствовать успех и удача. Вы что-то начинаете, вы что-то задумали, а это уже там предложение приходит об этом, чтобы это воплощать в жизнь. Да? То есть это очень хороший знак. Но не переживайте, если линия не такая, она может формироваться. Особенно благоприятен знак трезубца в конце, когда линия расходится на 3 части. Это очень благоприятный знак. Ну, еще раз, это больше не к финансам, это больше к тому, что вы можете, ваше желание легко сбывается, реализуется. Следующий знак, относящийся конкретно к финансам, это, наверное, вы слышали, денежный треугольник. Самый-самый такой обычно встречающийся у хиромантов знак, или у вас есть денежный треугольник. Их есть несколько. Во-первых, тот, который формируется, вот наша линия судьбы, наша линия головы, и здесь у нас идет линия Меркурия от линии жизни. Да? Вот есть такой треугольник, сейчас покажу, как это выглядит. То есть вот это у нас линия судьбы, это у нас линия головы, и это линия Меркурия. Да? Вот этот треугольничек, он считается денежным, это очень хороший показатель. Это показатель того, что вам будет сопутствовать финансовая удача. Да, не совсем как бы в раннем возрасте, но тем не менее. Это первый денежный треугольник. Дальше у нас есть большой денежный треугольник, который формируется линией жизни,
линия судьбы и линия ума. Вот его 3 стороны. Это большой денежный треугольник. Обратите внимание, у большинства из нас наверняка есть либо задатки, либо он хорошо представлен на руках. Но есть такие нюансы. Он может быть и хорошо здесь, да, стороны сформированы. Ну, допустим, здесь он не доформирован. Как, к примеру, вот на моей руке. Видите? Вот здесь внизу он смыкается, но он смыкается не основной линией, а небольшими ответвлениями. Что это означает? Если вот у вас такой же треугольник денежный, это означает то, что деньги к вам приходят, но вы очень много отдаете на благо других, на благо родственников, близких. То есть к вам приходят, но вы сразу отдаете. Вы стараетесь помочь. Все нужно делать гармонично, во благо. Да? Как видите, я еще до сих пор это прорабатываю, так очень много отдаю. Если у вас, допустим, эта сторона не очень четко проявлена, да, вот этот вот угол, то есть он такой недоформированный, это означает, что деньги могут к вам приходить, но они не остаются, вы очень легко их тратите. Очень такой важный совет для тех, у кого именно такой денежный треугольник. Когда вы идете за большой покупкой, не покупайте сразу. Обратите внимание на цену, вернитесь через пару дней. Если вам все еще нужна эта вещь, тогда покупайте. Вам важно контролировать свои расходы, потому что не всегда они могут быть нужными. Вы можете тратить на вещи, которые вам не нужны. Да? Там вам нужно сознательно к этому подходить. Тогда стороны треугольника будут сформированы лучше, и деньги у вас будут задерживаться. Если эта сторона у вас чаще всего, конечно, сформирована хорошо, но если она у вас не сформирована хорошо, это значит, что для финансового успеха вам не хватает знаний. Нужно учиться финансовой грамотности в той сфере, где вы работаете, какие-то дополнительные курсы. Вам не хватает знаний для улучшения своего финансового положения. Еще треугольнички бывают на линии жизни, и они смотрят, сейчас я вам нарисую, как выглядят эти треугольнички. Вот таким образом, да? Они на линии жизни находятся и смотрят у нас на холм Венеры вот своими пиками. Что это означает? Это означает приход быстрых денег. И в тот период времени в вашей на линии жизни, где они есть, в этот период у вас могут прийти быстрые легкие деньги, бонусы, выигрыши, кто-то что-то вам подарил. Но это не показатель наследства. Показатель наследства тоже есть на нашей руке. Если вы видите, что у вас есть четкая линия вот между пальчиком, мизинчиком и безымянным пальчиком, вот такая линия, вот это показатель наследства. Это значит, к вам придут деньги, либо могут прийти деньги, потенциал прихода денег через наследство. Вот такая даже небольшая линия. Чем более четко она сформирована, тем лучше. Но даже небольшая линия – это показатель прихода наследства. По знакам, я думаю, что я вам рассказала основные моменты. Если у вас часть знаков этих есть, это очень хороший показатель. Значит, не стоит сетовать на судьбу, если вы до сих пор не богаты, у вас есть потенциал. Если их нет, их можно наработать, не стоит расстраиваться, не стоит ставить крест на себе и думать, что как нет финансов и не нужно пробовать. В моей практике есть люди с очень сложной финансовой картой в натальной карте, но тем не менее они благодаря тому, что вот советы какие-то, да, они это прорабатывают, и деньги начинают идти. Поэтому не бывает совсем безнадежных ситуаций, не переживайте. Ну а если у вас есть все знаки, то либо вы уже миллиардер, либо вы на пути к этому, потому что здесь нужно совсем не прилагать усилий, чтобы ничего не получить. Вот такая информация по денежным знакам. Надеюсь, что она была для вас полезной. Я была рада поделиться с вами, и всего вам хорошего.